Вот он, видит, как поехал. Да, что ты хотел? Вам заняться нечем? Да, нечем. Я вижу, что он по телефону разговаривает. Ну давайте он сейчас проверит и пойдет, да, регулировать немножечко там. А мы поснимаем, как он работает, как служит народу. Правильно? Все, ждем, ждем. Даже если ты писал, надо было убедиться в безопасности маневра и после этого уезжать. Я? Да. Я бог обочины! Просто чувак вот этот ехал по обочине. Вот ты зачем едешь по обочине, объясни. Что с тобой движет, почему ты едешь по обочине? Вот что тебя сподвигло делать так? Зачем ты здесь поехал? Вот же дорога. Здесь нельзя ездить. Обочины, то не было бы таких ситуаций. Теперь Гриша говорит. Я подтверждаю. Молодец. Что за машина стоит? У него ДТП тоже, ДТП. Мне кажется, он звонит Малахову. Малахову, чтобы показали в «Пусть говорят» и будем разбираться. Малой, А? блин. Ну ты вроде не малой, мы вроде ровесник лет по 40. Видите, как ребята, ГИБДДшники, не хотят служить народу. Хотят, Мы с вами встречаемся, уважаемые. потому что вас здесь нет. Вы не контролируете. А мы чем занимаемся? Вы знаете, чем я Я не знаю, занимаюсь чем вы сегодня? занимаетесь. Я вижу, что обочинников куча. Мурат Иран Викторович, старший Сейчас, полиция. секундочку. Всем привет, друзья. М2. Снимать туда. Обочину. М2. Мы выехали. И вот у нас первый бедрила, который таксист, едет, что-то хочет. Кто-то мне названивает. Зачем? Не пойму. Рады вас слышать. До свидания сразу. Здесь у нас поворот идет, разгонная полоса впереди и поворот на нашу любимую Татнефть. Вот мы сейчас на нее и поедем. Бедрилка этот проскочил, пусть едет, ей мне не жалко. Мы сейчас будем поворачивать на Татнефть, где собирается вся наша бригада, вся наша команда антибедрильная. Вот. И мы поедем дальше. Вон там уже я вижу Виталик, еще ребята. Поэтому сегодня будет круто и весело. Мы, наверное, тоже поедем. Первый кружок сделаем в одного. Ничего страшного. Итак, друзья, мы поехали на первый круг самостоятельно. Никого не ждем, потому что непонятно, где все. А пробочка собирается. И не в наших правилах пропускать бедрил. Снимай назад. Поэтому мы их сразу же тормозим. Разумеется, нас будут поджимать слева и справа, но что теперь поделаешь. Видите, бедрилы сразу уходят в полосу. Это очень хорошо. Это говорит о том, что они не тупые. Вот, видите, Мерседес там аж взял и притормозил всю обочину. Молодец. Мы уходим обратно в полосу. Едем. Тут вот чуваки стоят, тоже пытаются. И опять мы сразу вернулись на обочинку, держим. Вот, чтобы всякие педрилы. Да, смотрите, тут какая опасная ситуация. Тут, видите, широкая. И один, я боюсь, что не справлюсь с ними, если они вдруг захотят поехать по широкой. Но впереди мы видим отбойник. И на этом отбойнике мы очень даже хорошо поддержим обочину, так что нас никто не объедет. Вот. Ну, отлично, отлично. И снова широкая обочина. Посмотрим, насколько чуваки смогут и захотят ли. Нормально, нормально. Ну ты пока можешь ее там не снимать, ей, потому что это... Пока ей можешь не снимать. Она пока не работает. Вот. Сейчас пока... Ну, она не пишет. Я пока так сейчас на эти камеры. Итак. Широкая обочина, но никто не пытается объехать. Сзади Hyundai нас прикрывает даже немножко, это круто. А нет, уже не прикрывает, он уже нас перекрыл слева. Ну, ничего страшного, мы не переживаем по этому поводу.
Главное, чтобы нас справа не объезжали эти хулиганы. Сейчас я пытаюсь организовать прямую трансляцию, чтобы вы прямо в прямом эфире видели, как мы все это делаем. Почему бы и нет, как говорится. Пока обочинники никак себя не проявляют, это очень хорошо. И сзади слышим вой сирен. Это наверняка, это скорая помощь. Но скорую помощь я пропускаю, поэтому я отхожу влево. Да, сзади бедрилы едут, пусть едут, непонимающие взгляды, но мне на них наплевать. Скорая, видите, какие бедрила, они даже перед скорой встраиваются специально, чтобы... Перед скорой встраиваются специально, чтобы проехать побыстрее. Но пускай едут, а эти уже все. Не надо мне сигналить, ты бедрила, едешь как мудак. Что ты хотел сказать мне? Непонятно, но промолчал. Так, У-444НС, знатный бедрила наверняка, поедет по обочине. Ради бога. Еще одна бэха лезет тут, мы ее пускать не будем. Ну, давай. Снимай оружие. X6 без номеров, типа весь такой крутой. Ну ладно, нам-то что. Сзади сними этого мудака, который сигналит. Он мне даже хочет, я знаю, что сказать, что вот он едет по разгонной, почему я препятствую и все такое прочее. Да, ребята, это мы все слышали, это мы все знаем, это нас не интересует. Извините, неинтересно. Поэтому едь как все, дружочек, едь как все. Не надо наглеть. И это, кстати, хрен, который едет в очках, он постоянный вообще гость наших выпусков, постоянный гость наших рейдов. Вот сейчас он будет тут слева меня поджимать, пытаться. Может быть, даже захочет что-то сказать, я не знаю, но мне глубоко безразлично. Все его рассказы о том, как тяжела его жизнь и все такое прочее. Нет, не стал ничего говорить, оказался умнее. Что ж, это радует. Опять у нас широкая. Тут может вот тот УАЗик пойти по широкой. Да, снимай назад, назад, быстрей. Видите, какой пошел. Drive to Russia, патриот, все дела, но оказался мудаком. Да, ничего не поделаешь. В одного тяжело, ребят. В одного тяжело. Но мы делаем все, что можем. Мы делаем все, что можем. Сзади еще один бэха едет. 3 восьмерки, 3 семерки. И сам весь очень крутой. Но нам-то безразлична его крутость. Поэтому мы спокойненько едем, тихонечко. Впереди, видите, тоже бедрилы. Впереди бедрилы тоже пытаются всячески проехать. Да-да-да, нормально. Нет, ты ничего не делай, я там специально делаю тут.
Впереди мы видим камеру, которая работает на обочину, поэтому мы сейчас спокойненько перестроимся. Вот так вот раз. А бедрилы, дай, снимай. А бедрилы пускай скачут. Привет! Дай камеру. Смотри, быстрее, быстрее. Смотрите, какие они обочники. Привет! Че по обочине ездишь, а? Че по обочине ездишь? А я тебя держу, чтобы ты не ехал. Но... Давайте, смотрите, он сейчас поедет по обочине или нет. Давай, 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 дружок. Отлично. И впереди камера. И мы его сейчас тут подожмем и не пропустим. Камера 100% работает на обочину. Проверено. Эх, смелый парень, который готов был оплатить штраф, к сожалению, оказался очкошником. Сзади мы видим тоже... Сзади мы видим тоже... как это? Кайен, да, Porsche Cayenne машина, которая тоже вроде готова оплатить штраф, но как только видит камеру, сразу же теряется. Ну, это все понятно. Все они очкошники, потому что все эти смелые ребята. Как только проехал камеру, сразу понесся 3 восьмерки по обочине. И смотрите, я делаю ставки прямо, что сейчас Porsche, как только проедем камеру, тут же стартанет. Давайте посмотрим, так это или нет. Сзади еще какая-то машина едет. Ох, 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 ох. Ну, по кочкам, дружок, по кочкам давай езжай. Я не против, если ты поедешь по кочкам. Нет, решил, что не надо ему этого, очень правильно. И, как я и говорил, Porsche, welcome. Ну, дружок, по кочкам. Хочешь, можешь ехать по кочкам, я вообще не против. Там впереди еще у нас стоит на обочине какой-то фура какая-то. И помогает нам тем самым держать эту самую обочину. И это спасибо ей большое. Она в стационарном режиме, так сказать, держит. А впереди еще мы видим, не наши ли там друзья, которые уехали на рейд вперед. Очень похоже, что они... Вот видите, он поехал, и вот что он сейчас будет делать? Что он сейчас будет делать? И он будет встраиваться 0.44. Пожалуйста, я не против. Так, это наши или это не наши? Да, это наши. Это наши. Что у нас тут произошло? Мы не можем проехать мимо. Мы должны с ними переговорить по этому поводу. Привет. Что у вас случилось? Короче, вот этот товарищ замечательный ехал по обочине Так, и просто въехал в другую. а куда въехал? С той стороны. Только аккуратнее. Ну, он с обочины идет. У меня-то нет, у меня передний потом, вот ее сзади. Это гайка. Собака обочину щемяка. А у него где? Ну, Оттуда? А, заднее крыло. Вот такой вот сидит он, филин, теперь. И ждет ГИБДД. О, красиво. Красиво, да, красиво. А, они идут все. А ты что не снимаешь? У меня радар бедрил стоит. Чтоб ты понимал, вот здесь пыталась проехать скорая реанимация с мигалками. Я ее пропускал, да. Желтая. Да. А там товарищи просто не пропускают. А они перед ней прямо встраивают свет. Ну, я поеду дальше, наверное. Вы тут что, справитесь сами? Да, бросаешь нас здесь. Да, конечно. Взаимовыручка и помощь. Давайте. Мы поедем дальше. Видите, вот он стоит, радар бедрил. Камера наша, смотрим сзади, снимает или нет. Да, камера снимает, и даже не грязная. Это отлично. Быстренько садимся.
обочины лез в четверку. Едем дальше. Ни одного рейда, к сожалению, все чаще и чаще не проходят, чтобы бедрилы не атаковали наши машины. Блин, с обочины это как бы ничего хорошего в этом нет, потому что, ну, бедрилы-то, ну, короче, это отстой. Это отстой, и складывается впечатление, что парни типа сами там подставляются и, ну, зарабатывают на этом деньги, но на самом деле нет. Как бы сейчас вызывается ГАИ, оформляется все, и по страховке все ремонтируются, то есть, да. Вот, поэтому, и это очень плохо, они просто очень наглые. Смотрите, какой хрен вот едет, да, и думает, что он сейчас проскочит. Нет, не проскочишь, дружок, не проскочишь, будешь ехать за нами. Печально, печально, ребята. Вот если вы ездите по обочине, пожалуйста, прекратите. Хватит бить машину Димона, четверку. Сколько можно, в конце концов? Ну. Полоса разгона, которая идет с заправки, но, как правило, после заправки, ну, смотрите, кстати, да, нет, только хотел сказать, что обочина свободна, но нет, она не свободна, потому что сзади едут уже бедрилы, которые подгоняют. Вот. Так как я один, то мне тяжело держать и тяжело их не пропускать, поэтому вы не судите строго. Это издержки, так сказать, держания в одного. Но ничего страшного. Ничего страшного. Что можем, то и делаем, как говорится. Вот, мы поехали опять в полосу. Давайте смотреть, как быстро обочинники полезут на обочину. Ну, Дастер, понятно, Реновод. Да не обидятся на меня водители Рено, которые так много писали мне в комментариях, когда я назвал чувака двух качков этих на Рено Логане, что они типа ни о чем. Ну, там как-то было не так, но это не важно. В общем, вот, да, обочинники едут и встраиваются. Смотрите, ребят, они едут, но не продолжают движение по обочине. То ли видят камеру, которую держит Толя, то ли что, и встраиваются обратно. Это очень хорошо. Но есть, конечно, упертые. Опять же на Renault Duster. Я не знаю, почему так. Не ко мне вопросы, а к реноводам. И вот он едет. На что он рассчитывает? Что мы его пропустим? Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, мы его не пропустим, и поэтому он делает правильно, он встраивается. И, обратите внимание, люди его не пропускают. Спасибо всем, кто не пропускает бедрил. Это самое, главное, что вообще может быть, то, ради чего мы все это делаем. Чтобы вот вы не пропускали бедрил, которые лезут с обочины. Это просто очень круто. Не становитесь подбедрильниками, едьте, как все нормальные люди, и не пускайте бедрил. Так, что у нас там впереди? Пробочка, позади обочечники. Меняются периодически местами, но движение продолжают не все. Кто поумнее встраивается, кто поглупее продолжает ехать. Вот этот парень уверен, что у него все получится. И сейчас он типа стартанет по широкой. Да ради бога. Там покажи обочину. Вот он, видите, как поехал. Да, что ты хотел? Вам заняться нечем? Да, нечем. Нам нечем заняться. И вот он как, видите, как он лихо стартанул. САА 771. Спасибо тебе, Газель 58 регион, что поддержал нас статическим стоянием. А этот товарищ улетел вперед, ради бога. Сзади тоже у нас собираются обочинники. Целая колонна. Мы сейчас опять выйдем на обочину и будем их держать. Потому что нечего, как говорится, хулиганить. Нечего. Так, и Газель тоже поехала. Но поехала она по обочине, поэтому...
Как-то очень странно, он весь в занавесках какой-то чувак. Так, это у нас проскочил, да, хулиган? Ладно. Смотри, опять встраивается. Ну вот не надо пускать его. Не пускай, тарань его. Смотрите, какой сзади, покажи сзади, какое количество этих бедрил просто-напросто нереальное. Да, газель что-то попытался поехать, но не смог. Ну что ж. Сразу выезжаем на обочину и держим. И они все почему-то уходят с обочины. Никто не хочет ехать сюда. Почему, я не понимаю. Но, как бы не мне за них думать. Наплевать мне на них. Наплевать мне на них. А впереди там тоже стоят, что-то сломались или в туалет, может быть, захотели, не знаю. Вот. Но в любом случае мы пока едем тихонечко. Сзади бедрилы выезжают на обочину, видят мощную руку Толи, которая держит камеру, и встраиваются обратно. Очень хорошо. Но не у всех железное терпение. Кто-то пытается все-таки хоть как-нибудь да проскочить. Ну, ребят, не знаю, бесполезно это все. Бесполезно это все. Толя, протри этот объектив. Так, вот чувак на Тойоте думает, что раз Толя убрал камеру, то можно попробовать стартануть. Но нет. Камера опять в окне, и бедрилы видят, тормозят и не едут дальше. И правильно делают, нечего. Осталось совсем немного до Москвы, до МКАДа. Там мы, как правило, с ребятами сворачиваем на заправку на нашу, группируемся и едем на второй круг. Но тут я заезжать никуда не буду, сразу поеду на МКАД, развернусь и поеду на второй круг. Ну, приеду на заправку, там парни нас ждут, ребята и девчонки. Так, смотрите, Мерседес идет. Поедет ли по широкой? Делаем ставки. Или он не настолько крут, как кажется, на первый взгляд. Но он может себе позволить по широкой-то стартануть. Тут как бы у него есть. Но вопрос тут здравомыслия, нужно ли это делать или нет. Потому что пробка медленно, но едет. Медленно, но едет. Особенно левые ряды, Толя, покажи левые ряды. Вот, они едут вообще спокойно. Зачем ехать здесь по обочине? И сними назад опять. Новый блогер опять нас заснял, сфотографировал. Наверное, отправив в ГИБДД, чтобы нас как-то наказали там и что-нибудь типа такого. Я вообще не против. Ради бога, пожалуйста, отправляйте, снимайте, пропагандируйте нормальную езду, что не надо ездить по обочине. Я не против, пожалуйста. Вот. Смотрим, что же он будет делать, этот парень, что же он будет делать. Было бы сейчас у нас колонна машин, как обычно, я бы их немножко, как вы знаете, как мы это делаем. Вот, здравомыслие у него сыграло в мозгу, и он встраивается в ряд. Ну, слушайте, это очень круто. Это очень круто. Впереди у нас отбойник, и там стоят какие-то машины, поэтому мы плавненько смещаемся в полосу, да, на полфедора, как говорится, на полколеса. Там стоит какая-то машина, я не знаю, что это за машина, но бедрилы не смогут проскочить. Но чтобы у них даже не было соблазна этого сделать, мы их вот так вот прижмем. Вот. И вот этот парень, который думал, что он все сможет, нет, дружок, не сможешь. Это, если я не ошибаюсь, Мерседес стоит, да? Мерседес. Да, это Мерседес. Что-то сломался, наверное, не знаю, что-то. Ой, и там тоже притерлись. А это тот наш друг, который очень торопился. Я уверен, парень в очках. Сейчас будем съезжать, сними его.
Он, да? Конечно, это он. Вот так вот он выезжал с обочины и притерся. Ну, я что могу сказать. Вот из-за него и пробка была, кстати говоря. Сейчас мы едем свободно, спокойно, без каких-то напрягов. То есть, ну, блин, надо было это делать, нет? И даже здесь, когда уже свободное движение, и все равно бедрило едет по обочине. Ну вот, что ими движет, я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, ребята. А может и этот тоже выехал. Господи, ну что он пытается сэкономить сколько там? 10 секунд. Смотрите, мы едем 60 км в час. Вот прямо сейчас у нас скорость 60 км в час. Это просто... Я не понимаю этих людей. Вот, так как нам не надо на заправку, мы перемещаемся в левый ряд и поедем уже на второй круг. Поедем уже на второй круг. Толя пока протри линзу. Спасибо, мы говорим чуваку на Hyundai. Он нам помогал. 498 ВЕС. Спасибо тебе большое. Ты настоящий водитель, настоящий гражданин. А бедрилы, они есть бедрилы. Вот девушка, например, на Volkswagen бедрила. Потому, говорится. Давайте посмотрим назад, снимаю. Вот Infiniti поедет он по обочине или нет. Конечно, он едет по обочине. Вот, ладно, мы его бортовать уж не будем. Но пусть едет, там впереди стоит камера, жираф. И ради бога. Ах, нет. Как только увидел он камеру, сразу же переместился в ряд, естественно. Потому что он хоть и готов платить штраф, но не готов платить штраф. Потому что он чертов очкошник. И просто балабол. Ну вот, сейчас мы едем пока на Татнефть, на нашу заправку. Готовимся ко второму кругу. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все знаете. Всем спасибо, всем пока.